Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Дилан и Чинар вместе приходят в парк, но Чинар колеблется, потому что впервые видит детей своего возраста. Тогда Дилан не настаивает, говоря, что давай немного отдохнем здесь, а потом поиграем вместе. Тем временем Чинар думает об обещании, которое он дал своему отцу Тарику в отношении парка. Тем временем Баран звонит Дилану и говорит: «Я закончил, собирайся и пойдем ужинать». Дилан говорит, что было бы неплохо, но мы пришли в парк с Чинаром. Когда Баран говорит своей матери, чтобы она не создавала никаких проблем, Дилан говорит ему, что нет, его мать немного больна, и он попросил меня не приводить его. Баран говорит, что хорошо, тогда я тоже приду. Когда Берфин видит Акифа у двери, она ищет другой способ выбраться, но не может найти другого выхода. Пока она находится в заложниках внутри, она задается вопросом, является ли Акиф отцом Ипека, Мехметом. Пока Акиф входит и ложится на диван, Берфин думает, что если он увидит меня, вся моя ложь будет раскрыта и я буду опозорен. Когда тетя Акифа звонит Айхану и сообщает ему, что вернулась домой, Айши дома, и спрашивает, встречались ли вы, Акиф говорит, что его нет дома, и звонит, чтобы узнать, там ли он. Но когда Берфин промолчал и Акиф сказал тете, что там никого нет, госпожа Айхан спросила: «У меня осталась голова». Она собиралась закончить работу и уйти. Акиф говорит: «А госпожа Айши, мне бы хотелось, чтобы мы встретились в следующий раз», и снова ложится. Пока Дилан раскачивает Чинара, к ним подходит Баран и улыбается, видя их такими счастливыми. Когда Баран приходит к ним и просит разрешения у Чинара и спрашивает, может ли он присоединиться к вам, Чинар говорит, что, конечно, вы тоже можете его немного встряхнуть. Когда Баран спрашивает: «Ты не боишься, когда трясешься, не так ли?» Чинар отвечает: «Я не боюсь, потому что ты со мной». Когда он сошел с качелей, Баран купил шоколадные конфеты для Дилана и Чинара, и они съели их вместе. «Позвоните Джейде, давайте посмотрим, что сделали эти люди, удалось ли им выполнить работу», спрашивает госпожа Хаджер. Когда Джейда Тама говорит: «Я звоню сейчас», они видят сообщение на телефоне и читают сообщение, отправленное нанятым ими человеком, под фотографией Дилана, Барана и Чинара, в котором говорится: «Ты назвал меня просто женщиной. Не было человека, это получится». Госпожа Хаджер просит Джейду ответить на сообщение: «Черт возьми, они испортят мешок инжира, ей следует подождать и быть начеку», говоря, что Баран обязательно уйдет. Тарек думает, что легко не откажется от этой работы, и разговаривает со своим человеком. Когда вы говорите, что Баран Чинар очень счастлив, Дилан говорит, что нам с Чинаром хорошо быть снаружи. Когда Баран спрашивает: «Давайте сделаем это еще раз», но как Джейда допустил это, Дилан отвечает: «Думаю, он понял, что наши намерения не были плохими». Чинар, у которого потеет спина, позволяет Дилану наложить ему на спину салфетку, хотя это немного сложно. Когда Чинар теряет свое место на качелях и вступает в спор с мальчиком, Баран и Дилан немедленно бегут к нему и уговаривают подождать. Когда Баран говорит, что терпеть не может несправедливости, Дилан говорит, что он откуда-то мне кажется знакомым. Пока Чинар скатывается с горки и играет с игрушками, Дилан и Баран беспокоятся о нем и на мгновение следуют за ним. Баран любит ее так сильно, что берет ее на руки, кружит, а затем обнимает, и Дилан рада видеть их такими. Берфин не может выйти из дома, и когда она шумит, Акиф идет в комнату, где она прячется, и смотрит, но не может ее увидеть. Он повсюду ищет причину звука, но когда не может ее найти, говорит: «В общем, я спал, давай посмотрим телевизор». Пока Чинар играет с детьми, которых он встретил в парке, Дилан и Баран наблюдают за ними и говорят, что естественность и невинность детей напоминают им, что мир – прекрасное место и что мир становится еще прекраснее благодаря им. Дилан замирает, когда женщина, сидящая на соседней скамейке, спрашивает: «Да простит тебя Бог, у тебя очень милый сын, как его зовут?» Сказав Баран Чинар и помолившись, чтобы имя этой женщины было красивым и пусть Бог даст вам хорошего ребенка, Баран отвечает: «Аминь». Когда госпожа Хаджер говорит, что наша работа немного сложна, когда Дилан и Баран всегда вместе, Джейда говорит: «Не волнуйся, мама, я найду способ».
Когда Дилан говорит Берану, что женщина подумала, что он наш сын, а ты ничего не сказал, Беран игнорирует это и напоминает Дилану о его лекарствах. После того, как Дилан выпивает лекарство, Беран замечает мужчину, продающего сладкую вату, и покупает сладкую вату для них обоих. Когда Баран звонит Чинару и дает ему сладкую вату, Чинар спрашивает, что это такое. Когда Дилан спрашивает, ты раньше ел сладкую вату, Чинар отвечает, что бабушка не разрешает. Бабушка Дилан не давала твоим зубам гнить, чтобы они не гнили, говорит, один раз ничего не будет, тогда и зубы почистим. Тем временем Барану звонят и сообщают, что Тарик заключил соглашение с компанией, которая ему не нужна. Когда Баран очень злится и говорит, что ему пора в компанию, и просит меня подвести тебя до особняка, Чинар хочет остаться еще немного. Дилан отправляет Берана заняться твоими делами, и давай поиграем еще. Дилан и Чинар вместе едят сладкую вату. Время от времени Джейде приходит сообщение, и когда мужчины сообщают Дилану, что Баран ушел, госпожа Хаджер приказывает им быть начеку и закончить работу, когда придет время. Пока Берфин наблюдает за Акифом в дверях, Акиф отправляет ей сообщение, и когда она слышит голос изнутри, она снова отправляет сообщение, чтобы задаться вопросом, не расслышал ли я что-то неправильно, давайте попробуем еще раз и посмотрим, правильно ли я расслышал. Берфин паникует и едва выключает звук. Но он не может придумать, как выбраться оттуда незамеченным. Баран приходит в компанию и спрашивает Тарика, что вы пытаетесь сделать и какова ваша цель. Когда Тарик сказал «моя цель – улучшить положение компании», Баран ответил «это незаконный бизнес, основываясь на моем опыте, я говорю, что это соглашение невозможно, с вами этого не произойдет, вопрос закрыт» и выходит из комнаты. Думая о моменте, когда Тарик Баран ранее поссорился с ним по поводу компании, он сжимает стакан в руке и разбивает его, и осколки стекла порезали ему руку. Чинар хочет еще немного покачаться, но Дилан чувствует слабость, усталость и сонливость и постоянно зевает. Мужчина и женщина, нанятые Гэжой Хаджер, наблюдают за ними издалека и предупреждают друг друга, чтобы они были осторожны, поскольку мы примем меры, когда женщина спит. Пока человек Тарика Туфан перевязывает рану на руке, когда прибывает Кудрет Бей, Тарик отправляет своего человека Туфана. «Я узнал, что ты спорил с Бараном, послушай, сынок, я твой дядя, не пойми меня неправильно. Когда ты сказал, что мы знаем, как ты уже год работаешь в этой компании, и сказал, что Баран прав, ты согласишься. Что компания не является небезопасной, я подумал о том, что сказали Тарик Джейда и госпожа Хаджер, и подумал, дядя Кудрет говорит, что эта компания небезопасна. Но, господин Кудрет, мы очень хорошо знаем этот рынок, вам дали неверную информацию, он предупреждает вас принять это как добросовестный совет и уходит». Хасан пытается самостоятельно двигать пальцами и управлять ими у бассейна. Тем временем госпожа Хасиби думает, что она принесла ему лекарство и заставила его выпить, а Хасан выплевывает лекарство, как только она уходит. Когда Акиф теряет сознание во время просмотра телевизора, Берфин тихо выходит из дома. В этот момент госпожа Айхан и Ипек встречаются лицом к лицу, когда входят в сад. Когда госпожа Айхан спрашивает свою сестру Айши, «Ты вышла?», Акиф просыпается от ее голоса и думает вслух, «Айши, ты была дома». Дилан говорит, что ему нехорошо, снимает Чинара с качелей, и пока Чинар играет один, Дилан подходит к скамейке запасных и садится, но выглядит он совсем нехорошо, и с каждым моментом ему становится все хуже. Мужчины ни на секунду не отводят глаз от Дилана. Пока Дилан пытается прийти в себя, ему становится хуже, и его зрение начинает затуманиваться. Мужчина и женщина делят работу и просят женщину следовать за Диланом, а мужчина идет за Чинаром. Тем временем моменты Дилана с Мираном проходят перед его глазами, как кинолента. Несмотря на то, что Дилан хочет встать, он не может. Когда он не видит Чинара, он паникует и падает, пытаясь встать. Он немедленно берет свой телефон и звонит Барану, но прежде чем он успевает говорить, теряет сознание и падает на землю. Женщина понимает, что упала, и бежит. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя.
До свидания.